Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками. Купила Женя 7 баранок, 2 баранки с тмином для папы, 2 баранки с маком для мамы, 2 баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика. Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет по сторонам, зевает, вывески читает, ворон считает. А сзади тем временем пристала незнакомая собака. Да все баранки одну с другой съела. Сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. Обернулась, да и поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю розовую Павликову бараночку доедает. Несчастливо облизывается. «Ах, вредная собака!» — закричала Женя и бросилась ее догонять. Бежала, собака не догнала, только сама заблудилась. Видит, вместо незнакомая больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись старушка. «Девочка, почему ты плачешь?» Женя старушке все и рассказала. Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик и говорит: «Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато растет у меня в садике один цветок. Называется цветик-семицветик. Он все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик. Он-то все и устроит». С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок вроде ромашки. У него было 7 прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. Этот цветок, сказала старушка, непростой. Он может исполнить все, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один лепесток, бросить его и сказать: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. Этот тотчас сделается». Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик, попросить старушку, чтобы та проводила ее до ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки там не было. Что же делать? Она собиралась уже по своему обыкновению заплакать, даже нос наморщила, как гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок. «А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик». Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы я была дома с баранками». Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках связка баранок. Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: это и вправду замечательный цветок. Его непременно надо поставить в самую красивую вазочку. Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул, потянулась за любимой вазой мамы, которая стояла на самой верхней полке. В это время, как на грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон, 7 или 8. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы. А вазочка упала вниз и, бац, разбилась на мелкие кусочки. «Ты опять что-то разбила?» — закричала мама из кухни. «Не мою ли самую любимую вазочку? Ах ты, тяпа-растяпа!» «Нет, мамочка, нет, я ничего не разбила, это тебе послышалось!» — закричала Женя, а сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая». Не успела она это сказать, как черепки сами собой ползли друг к другу и стали срастаться. Когда мама прибежала из кухни, смотрит, а ее любимая вазочка, как ни в чем не бывало, стоит на своем месте. Мама на всякий случай погрозила Жене пальцем и послала ее гулять во двор.
Женя вышла во двор, а там мальчишки играют в папанинцев, сидят на старых досках, и в песок воткнута палка. «Мальчишки, мальчишки, примите меня играть!» «Ну и что захотела, не видишь? Это Северный полюс. Мы девчонок не берем». «Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?» «Не доски, а льдины, уходи, не мешай. У нас как раз сильное сжатие». «Значит, не примете?» «Не примем». «Ну и не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а на всамом делешном. А вам кошкин хвост». Женя отошла в сторонку под ворота, достала заветный цветик-семицветик, оторвала синий лепесток, кинула и сказала: «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели». «Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе», — не успела она это сказать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, страшная ночь наступила, земля под ногами закружилась, Женя, как была в летнем платьице с голыми ногами, одна одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз-то там 100 градусов. «Ой, мамочка, мамочка, замерзаю!» — закричала она, стала плакать, а тем временем из-за льдины вышло 7 белых медведей и примехонько к девочке идут. Один страшнее другого. Первый нервный, второй злой, третий в берете, четвертый потертый, пятый помятый, шестой рябой, седьмой самый большой. Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала, что есть мочи. «Лети, лети, лепесток, через запад и восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели». Вели, чтобы я сейчас же очутилась опять в нашем дворе. И в тот же миг она очутилась опять во дворе. А мальчики на нее смотрят и смеются. «Ну и где ж твой Северный полюс?» «Я там была. Мы не видели, докажи. Смотрите, у меня еще висит сосулька. Это не сосулька, а кошкин хвост». «Что, взяла?» Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться. А пошла на другой двор водиться с девчонками. Пришла, видит у девочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого трехколесный велосипед. У одной большая говорящая кукла с кукольной соломенной шляпки и в кукольных колошках. Взяла Женя досада, даже глаза от зависти стали желтые, как у козы. «Ну, — думает, — я вам сейчас покажу, у кого игрушки». Вынула цветик-семицветик, вырвала лепесток оранжевый. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращаясь, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были моими». И в тот же миг, откуда ни возьмись, со всех сторон повалились к Жене игрушки. Женя сначала очень обрадовалась, но кукол оказалось так много, что они сразу заполнили весь двор. Переулок, дворы, половину площади невозможно было сделать шагу, чтобы не наступить на куклу. Вокруг, представляете себе, какой шум может поднять 5 миллионов говорящих кукол, а их было никак не меньше. И это были только московские куклы, а куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов еще не успели добежать и галдели, как попугай по всем дорогам Советского Союза. Женя даже слегка испугалась, но это было только начало. За куклами, само собой, покатились мячики, шарики, самокаты, трехколесные велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгали, ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами, заставляя нервных кукол пищать еще громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей, планеров. С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и деревьях. Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари и не знали, что им делать. «Довольно, довольно!» — в ужасе кричала Женя, хватаясь за голову. «Будет! Что вы, что вы! Мы совсем не сможем справиться с этими игрушками. Я просто пошутила, я боюсь!» Но не тут-то было. Игрушки все валили и валили. Уже весь город был завален до самых крыш игрушками. Женя по лестнице, игрушки за ней, Женя на балкон, игрушки за ней, Женя на чердак, игрушки за ней. Она выскочила на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и сказала: «Лети, лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы игрушки поскорее убирались обратно в магазины». И тотчас все игрушки исчезли.
Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, остался только один лепесток. Вот так штука. 6 лепестков, оказывается, потратила и никакого удовольствия. Ну ничего. Вперед буду умней. Пошла она на улицу, идет и думает, чего бы мне еще все-таки повелеть. Велю-ка я себе, пожалуй, 2 кило мишек. Нет, лучше 2 кило прозрачных или нет. Лучше сделаю так. Велю полкило мишек, полкило прозрачных, 100 граммов халвы, 100 граммов орехов и еще, куда ни шло, 1 розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну, допустим, все это я велю и съем. Ну, покатаюсь я на качелях еще, если захочу. Ну, мальчишки могут отнять сладости. Пожалуй, и могут даже побить меня. Нет, а лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там все-таки весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах? Может, велеть чего-нибудь еще гораздо лучше? Главное, не надо торопиться. Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, веселые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный. Сразу видно, что не драчун. Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом ее зрачке очень ясно увидела свое лицо с 2 косичками, разложенными по плечам. «Мальчик, как тебя зовут?» «Витя». «А тебя?» «А меня Женя. Давай играть». «Давай играть в догонялки». «Не могу, я хромой». Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве. «Жалко», — сказала Женя, — «ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегала с тобой. Ты мне тоже очень нравишься, я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь, это на всю жизнь». «Ах, какие пустяки ты говоришь!» — мальчик вскликнул Женя, вынул из кармана свой заветный цветик-семицветик. «Гляди!» С этими словами девочка бережно оторвала последний голубой лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья. «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели». И в ту же минуту мальчик вскочил со скамейки, стал играть с Женей в салки и бегать так хорошо, что девочка не смогла его догнать, как ни старалась.